Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить связать вам вот такую красивую змейку. Вот какой у нее симпатичный узор. Эта змейка вяжется частичным вязанием, и получается, что она вот складывается вот такой спиралькой. Когда ее раскладываю, вот получается такая вся, даже не помещается. Она все равно хочет закручиваться в спиральку. И вот такая змейка. Она не маленькая, у меня по размерам получилось на 1,15 м. Так что змейка длинненькая, но длину вы можете регулировать сами. Можно сделать длиннее, можно сделать короче. У меня на эту змейку основного цвета ушло практически один моток, чуть меньше. Ну и дополнительных 2 цвета ушло немного. Можно и так ее складывать, и так. Вот сегодня с вами свяжем вот такую красоту. Для змейки я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И вязать буду крючком 4 миллиметра. Начинаем вязать с головы. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Второй ряд вяжем 1 столбик. В следующий прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 3 повторения. В конце второго ряда 9 столбиков. Третий ряд. Провязываем 2 столбика. 1, 2 и прибавка. Снова 3 таких повторения. И в конце третьего ряда 12 столбиков. Четвертый ряд вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Таких 2 повторения. В конце четвертого ряда 14 столбиков. Пятый ряд 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Снова таких 2 повторения. В конце пятого ряда 16 столбиков. Шестой ряд 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. 2 повторения. В конце шестого ряда 18 столбиков. Седьмой ряд 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка. 2 повторения. В конце седьмого ряда 20 столбиков. Восьмой ряд
Вяжем 20 столбиков. Девятый ряд, 20 столбиков. Довязываем их самостоятельно. Десятый ряд, тоже провязываем 20 столбиков. Довязываем их до маркера. 11 ряд, провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. Повторяем второй раз. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. В конце 11 ряда 18 столбиков. Наполнили голову наполнителем. 12 ряд. Провязываем 1 столбик. Убавка. Так вяжем до конца ряда. В конце 12 ряда 12 столбиков. И по 12 столбиков провязали с 13 по 17 ряд. 13, 14, 15, 16 и 17. Следующий это 18 ряд. Провязываем 1 столбик, 2, третий не до конца, берем дополнительный цвет и провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, шестой не до конца. Вот эти два хвостика можно так вот завязать. Теперь берем основной цвет, переходим на него и довязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Девятнадцатый ряд. Вяжем 3 столбика основным цветом. 1, 2. В третьем переходим на дополнительный цвет и провязываем 1 столбик дополнительным цветом. Теперь эту пряжу оставляем, берем еще один дополнительный цвет, присоединяем, провязываем 1 столбик без накида, 2, 3 и 4. Теперь разворачиваем вязание. Сделали вот так воздушную петлю. Первый столбик мы пропускаем, переходим на второй столбик, провязываем 1, 2
И здесь делаем такую соединительную петлю. И здесь ниточку можно отрезать. Снова поворачиваем вязание на лицевую сторону, как и вязали. И по светлой пряже нужно провязать 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И провязываем столбик уже в дополнительный цвет, который был первый. И вот его завершаем основным цветом, этот столбик. И довязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И вот что получается. Далее вяжем основным цветом. И основным цветом провязали 20, 21 и 22 ряды. И немного наполняем наполнителем. Теперь вяжем следующий 23 ряд. Снова будем повторять вот эту часть вязания. Вяжем 3 столбика основным цветом, 2, третий не до конца, берем первый дополнительный цвет и вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, шестой не до конца, переходим на дополнительный цвет, то есть переходим на основной цвет. Провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. Вот эту часть основного цвета можно и больше рядов провязывать. Тогда будет больше основного цвета и немного меньше таких дополнительных. Следующий ряд 24. Основным цветом 1 столбик, 2, третий не до конца, переходим на дополнительный цвет, провязали 1 столбик и оставили нить. Берем второй дополнительный цвет, присоединили. Этот хвостик можно вязать и вяжем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Сделали воздушную петлю, развернули вязание. Первый столбик пропускаем, провязываем во второй столбик, вяжем во второй столбик,
еще столбик и соединительную петлю в последний столбик. Ниточку эту отрезаем. Прячем ее вовнутрь. Это у нас получается частичное вязание. Если когда вы провязываете дополнительным цветом, вторым, получается очень большая высокая ступенька, и когда вы провязываете 4 столбика дополнительным цветом первым, и получается вязание слишком стянутым, тогда можно вязать, вот провязали один столбик в предыдущем же ряду и сделали одну такую петельку на крючок и делаем вторую. Вот у нас 3 петельки, провязываем их одновременно. Это у нас один столбик. Теперь провязываем еще один и второй столбик. Вот получается так. И здесь тоже провязываем сделали одну такую петельку на крючок, вторую петельку и 3 петельки провязываем одновременно. У вас получилось 4 петельки, но они не будут стягивать ваше вязание. Это в случае, если у вас получается этот дополнительный цвет второй с высокой ступенькой. И провязываем вот уже далее все по узору без изменения. И в ходе вязания наполняем наполнителем не слишком плотно, но и так, чтобы не была змейка пустой. И вот смотрите, что получается. Змейка сама закручивается. Вот так. Узор я повторила 21 раз. Мне достаточно. Можно продолжать вязать и длиннее, в зависимости от того, какую вы хотите получить длину. И теперь уже все ниточки дополнительные отрезала. Продолжаю вязать уже одним основным цветом. По 12 столбиков провязала 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Теперь свяжем следующий ряд. Будем вязать 2 столбика, 1, 2 и убавка. Так повторяем 3 раза, и в конце этого ряда получится 9 столбиков. И вот 2 ряда провязала по 9 столбиков, и следующий ряд провязываем 1 столбик, в следующем убавка. Так вяжем до конца ряда, всего 3 повторения, в конце ряда будет 6 столбиков. И теперь вот в конце за передние стенки каждого столбика так проходим, доходим до того места, с которого начинали, и ниточку будем затягивать. Свяжем язычок, оставляем коротенький хвостик для того, чтобы можно было
привязать. И набираем цепочку из 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, 2, 3, 4 и 5. Теперь набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, 2, 3, 4. И теперь соединительная петля в ту петлю, с которой мы уже вывязывали столбик без накида. И далее по цепочке вяжем столбики без накида. Довязываем их до конца. Получается такой язычок. И оставляем тоже ниточку, чтобы можно было завязать этот язычок. Теперь у змейки можно сделать утяжку там, где будут располагаться глазки. Это по желанию, если хотите, можно делать, а можно и не делать. Так вот прокалываем, выводим с той стороны, где оставили хвостик, через один стежок, через один столбик. И теперь вот так легенько подтягиваем. Не очень сильно. Вот так сформировали вот такую утяжку. Вот. Завязали на 2 узелка и спрятали нить вовнутрь изделия. И вот там, где должен располагаться язычок, вот эти 2 ниточки, что мы с вами оставили, можно вот так за столбики вставляем крючок, захватили с одной стороны ниточку и с обратной. И здесь можно завязывать на 2 узелка. Ниточка спрячется вовнутрь, ее видно не будет. И прячем ниточку тоже вовнутрь изделия. Я приклеила глазки. Глазки у меня 10 миллиметров. И вышила вот такой узор на голове. Его вышивать очень легко. Вот несколько стежков и такой красивый узор. И змейка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!